Эти люди не знают, что полубоги – части вселенского тела Господа, и по невежеству думают, что каждый полубог является независимым Богом, наравне с Верховным Господом. So this is the conception that many people have of Hinduism. И этой концепции придерживаются многие люди в индуизме, That they have many gods. что у нас есть много богов, Just like the Greeks had many gods. так же, как в греческой философии много богов. But no, there's only one God, but he has many assistants. Но на самом деле есть верховная личность Бога, один Господь, и у Него есть множество ассистентов. We have to have knowledge to understand who is God and who is the assistant of God. У нас должно быть знание, чтобы понимать, кто Господь, а кто помощник Господа, And who is a pure representative of God. а кто чистый представитель Господа. So we think Lord Jesus was also a pure representative, but the followers, they make the mistake, they think he's God himself. И мы думаем, что Господь Иисус, Он тоже чистый представитель Господа, но Его последователи делают Его Богом. They're one because you can say their aim is the same, that we should worship the Supreme Lord. The oneness is that they have the same, they want us to be in harmony with the will of the Lord. И они думают, что быть единым с Ним, то есть правильно понимать, что быть единым с Ним, это быть в гармонии с Ним. In other words, God wants us to surrender to Him, and the pure devotee wants us to surrender to God. So there's a oneness there. И единство в том, что Господь хочет, чтобы мы предались Ему, и чистый преданный хочет, чтобы мы предались Господу. But instead, the Christians, most of them, they think that Christ is God. Но вне зависимости от этого, большинство христиан думают, что Христос есть Господь, Иисус есть Господь. He's not God, but He's purely representing God. Он не сам Господь, но Он чистый представитель Господа. So similarly, our spiritual master, He's not God, but He's purely representing God. Также и наш духовный учитель Шрила Прабхупада, это не сам Господь, но Он чистый представитель, чистый преданный Господа. So we have to have knowledge. We're worshiping Him as good as God because He's dear to God. И у нас есть это знание, мы поклоняемся Ему так же, как Господу, потому что Он очень дорог Господу. If we think Guru has become God, then that's blasphemy. Если мы думаем, что гуру может стать Богом, это оскорбление, богохульство. Bhagavahusta. We said that we read about each. Not even demigods, but the ordinary. Yeah. Not only are the demigods parts of the Supreme Lord, but ordinary living entities are also parts of the Supreme Lord. Не только полубоги, но и обыкновенные существа являются частями вселенского тела Верховного Господа. So everyone is a part of God. Каждая частица Бога. But someone may be very powerful because he is more in harmony with God than we are. А кто-то может быть более могущественным, потому что он находится в большей гармонии с Господом, чем мы. But we saw Srila Prabhupada practically, because he was in harmony with the will of the Lord, he was worshipped wherever he went. И также Шрила Прабхупада мы могли наблюдать, так как Шрила Прабхупада был в гармонии, полностью в гармонии с Господом, он был почитаем везде, где бы он ни появлялся. And some people started to say he was God also. И некоторые люди начали говорить, что Шрила Прабхупада это Господь. Because the pure devotee is not an ordinary man. Потому что чистый преданный это необычное живое существо. He doesn't make any mistakes. Он не исполняет никаких ошибок. He's one-pointed in his intelligence. В один момент это его разум. That everything should come to glorify God. И все должно быть для того, чтобы прославлять Господа. So all his energy is used in the service of the Lord. Вся энергия должна быть использована в служении Богу. And so that happened in ISKCON also. И это случилось в ИСККОН также. Some of the disciples started claiming that Prabhupada was God. Некоторые ученики начали провозглашать, что Господь это Прабхупада. But Prabhupada immediately checked that. Но Прабхупада сразу же остановил это. He said, "Where did I ever say I was God?" Он спрашивает, где я сказал, что я Бог? And he made these people leave his movement and to get purified. И он на какое-то время выгнал этих преданных для того, чтобы они очистились. He accepted them back after they understood their mistake. И он принял их обратно после того, как они осознали свою ошибку. But we have to have philosophy. Мы должны иметь философию. That's the point we're making. We should study these books. Поэтому мы придаем значение изучению этих книг. Where are we? In Шримад Бхагаватам says Brahmans.
It's a head In the Srimad Bhagavatam, it is stated that the Brahmins are the head of the Supreme Lord, the Kshatriyas are his arms, the Vaishyas his waist, and the Sudras his leg. And all serve different functions. Regardless of the situation, if one knows that both the demigods and he himself are part and parcel of the Supreme Lord, his knowledge is perfect. But if he does not understand this, he achieves different planets where the demigods reside. This is not the same destination the devotees reaches. В Шримад Бхагаватам сказано, что Брахманы — это голова Верховного Господа, Кшатри — его руки, Вайшьи — живот, а Шудры — ноги. И все они выполняют разные функции. Но кем бы ни был человек, если он знает, что и полубоги, и он сам являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, он обладает совершенным знанием. Тот же, кто не понимает этого, отправляется на планеты полубогов, в отличие от преданных Господа, которые достигают иной, высшей цели. The results achieved by the demigods' benedictions are perishable because within this material world, the planets, the demigods, and their worshippers are all perishable. Плоды поклонения полубогам приходящие, так как в материальном мире и сами полубоги, и их поклонники, и даже все планеты обречены на гибель. Therefore, it is stated clearly in this verse that the results achieved by worshiping the demigods are temporary. Вот почему в этом стихе ясно сказано, что полубогам поклоняются только недалекие люди. And therefore, such worship is performed by less intelligent living entities. Вот почему в этом стихе ясно сказано, что полубогам поклоняются только недалекие люди. Because the pure devotee engaged in Krishna consciousness in devotional service of the Supreme Lord achieves eternal blissful existence that is full of knowledge. His achievements are those of the common worshippers of the demigods are different. Но чистый преданный, обладающий сознанием Кришны, достигает совсем других результатов. Служа Верховному Господу, он обретает вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. The Supreme Lord is unlimited. His favor is unlimited. His mercy is unlimited. Therefore, the mercy of the Supreme Lord upon his pure devotees is unlimited. Верховный Господь безграничен, Его милость и благосклонность тоже безграничны. Милости, которую Господь проливает на своих чистых преданных, нет предела. Therefore, we should become pure devotees of the Lord. Поэтому мы должны стать чистыми преданными Господа. This is the highest achievement we can accomplish. Это высшее достижение, которое мы способны сделать. The Sanskrit is paramgati. Paramgati means the ultimate destination. На санскрите парамгати значит высшее совершенство жизни. And we do that by worshiping the devotee of the Lord. И мы делаем это, поклоняясь преданному Господу. But we understand his position is simultaneously one and different from God. И мы понимаем, что его положение – это одновременное единство и различие с Господом. He's one with God because they have the same purpose. Он един с Господом, потому что у них одинаковые цели. But God is great and He's small. Но Господь, Он велик, а Он маленький, преданный маленький. God is in everyone's heart, but the spiritual master is not in everyone's heart. Господь в сердце каждого, но духовный учитель не находится в сердце каждого. The Lord knows everything that happened in the past and everything that's going to happen in the future. Господь знает, что было в прошлом и что случится в будущем. But the spiritual master doesn't have that same capacity. Но духовный учитель не имеет такого же могущества. The Lord's body is eternal, and he comes in different times. But the devotee, like Arjuna, he forgets his past bodies. Господь, его тело вечное, и он может прийти в любой момент, но Арджуна, например, он забывает о своих прошлых жизнях. But again, we have to worship the pure devotee in order to get the full mercy of the Lord. И опять же, мы должны поклоняться чистому преданному, чтобы обрести полную милость Господа. This is a system that Krishna has arranged. Это система, которую сделал сам Господь We Кришна. can't make our own system. Мы не можем сделать свою собственную систему. So it's very reasonable that we've turned away from God. If we want to go back to God, we have to go in the way He prefers. И это очень разумно, так как если мы отвернулись однажды от Господа, и теперь мы хотим возвратиться к Нему обратно, мы должны следовать процессу, который Он дал нам. So Krishna is Bhaktavatsal. Кришна, Он Бхактаватсала. He says he loves his devotee even more than himself. Он говорит, что Он любит Его преданных даже больше, чем самого себя. So if we help him glorify his devotee, then he'll be more pleased with us than if we try to approach him directly. Если мы будем пытаться прославлять Его чистого преданного, Он будет больше счастлив и рад от нашего прославления, чем если бы мы прославляли Его непосредственно.
Therefore, we have Srila Prabhupada here. We worship this form of the Lord, of the spiritual master. Поэтому у нас здесь есть Шрила Прабхупада, и мы прославляем его здесь. Okay, any questions? Какие-то вопросы? Может ли проявляться желание вот быть Богом в обществе преданных? И что посоветует, какие проявления могут быть? Что посоветует Махарадж с этим делать? Can sometimes devotees think Или считать себя Богом? Can sometimes devotees think in a society of devotees here that I'm God, and what to do with that, and how it reveals kinda what's how it manifests when devotees think that he's God in devotee societies. Кто этот преданный? Now, devotee means he's a devotee. He doesn't think he's God. Преданный, он думает, что он преданный, он не думает, что он Господь. It's a contradiction. Это противоречие. Devotee, what does that word mean, devotee? Что значит слово преданный? It means he's devoted to something greater than himself. Это значит, что он предан кому-то, кто могущественнее, выше, чем он сам. Those who think they are God, they're not devotees. Те, кто думает о себе как о Боге, они не преданные. They're avajanti mamura, they're fools. Они дураки. Глупцы. Well, you have that problem? У вас есть эта проблема? Я хотел знать, в самом обществе могут ли находиться такие личности преданных? He wants to know, is it possible to have these personalities who think like that in society of devotees? No, because you'll be like a ugly duck in the society of swans. Нет, потому что ты будешь как белой вороной в обществе преданных, или как лучше сказать, гадким утенком, да, выделяться. Тогда эта философия не написана для преданных. Читать ее надо, изучать философию. Тогда для чего? This guy, he wants another punch. Вы хотите еще один удар? Я хочу вдохновляться, изучать философию. He wants to inspire by learning the philosophy. Yeah, the philosophy is very simple. Философия очень проста. How many years you're coming? Как долго вы приходите в общество преданных? You haven't learned the simple philosophy? Вы еще не знаете простую философию? God is great and we're small. Господь велик, а мы маленькие. Anyone else? Кто-то еще? Кришна говорит, что он память, знание и забвение. И также говорится, что Джуна не помнит предыдущие свои жизни. Значит ли это, что Кришна не хотел, чтобы он, это желание Кришны, чтобы он не помнил свою предыдущую жизнь? Krishna says that his knowledge, forgetfulness, And remembrance. and remembrance, yes. And Arjuna, he forgot his past lives. So does it mean that Krishna specifically wants to do that with Arjuna? Yeah. Да. He wanted to put him in ignorance so that he could speak this Bhagavad Gita again. Кришна специально погрузил его в невежество, чтобы рассказать эту Бхагавад-гиту снова. He says the science appears to be lost, therefore I'm speaking it again. Он говорит, что это знание со временем было утеряно, и теперь я рассказываю его снова. So that we can, 5,000 years later, we can still get this perfect knowledge from Krishna. И благодаря этому через 5000 лет мы можем также изучать это знание непосредственно от Кришны. And we can have all our doubts removed. И мы можем убрать все наши сомнения с But помощью again, этого. we have to take the knowledge from in parampara. Но опять же, мы должны воспринимать это знание через парампару. So this is the first qualification that we accept the spiritual master. И это наша первая квалификация. Мы принимаем духовного учителя. And then we can get trained. И тогда мы можем быть Just like тренированы, if you want to be a heart surgeon, обучены. Также, например, пример, если мы хотим быть хирургом, it's not enough you just read the books on heart surgery. это недостаточно, чтобы научиться проводить хирургические операции на сердце, недостаточно просто изучения книг. You have to be trained by other heart surgeons. Мы должны быть обучены другими хирургами. They have to watch you when you're cutting, otherwise you can create devastation. Они должны непосредственно смотреть, как ты обучаешься, иначе ты можешь натворить бед. So spiritual life is even more
intricate than heart surgery. А духовная жизнь это даже более интимная вещь, чем какие-то операции на сердце. So we have to learn the science of Krishna from the one who knows the science. Более специфические, поэтому мы должны изучать это знание от тех, кто уже знает его. It's not enough just to read the book. Не просто изучать, не просто прочитать книгу. Anyone else? Что еще? Mataji? Скажите, вы говорили, что мы должны прославлять преданных, и говорили, что мы не должны прославлять полубогов. А полубоги, они не являются преданными, как выполняют функции какие-то тоже божественные? You said that we have to glorify devotees of the Lord, pure devotees of the Lord, and not glorify the demigods. But demigods are devotees or not? They're devotees, but they're not pure devotees. Они преданные, полубоги являются преданными, но они не чистые преданные. Therefore, we give them respect of what they're due. Поэтому мы уважаем их за то, что какое положение они занимают, за их деятельность. Similarly, with each other, we don't worship everybody, all devotees, like that they're as good as God. Также, например, мы не поклоняемся каждому преданному наравне с Господом. But we worship Шрила Прабхупада, he's a devotee. We worship him as good as God because he's very dear to the Lord. Но со Шрилой Прабхупадой по-другому, так как он чистый преданный и дорог Господу, мы поклоняемся ему наравне с Господом. So we have to use our intelligence Мы должны применять свой разум, and not imitate. не имитировать. If we imitate the pure devotee and we think that we're also pure devotees, then we're going to fall down. Если мы будем имитировать чистого преданного и думать, что мы чистый преданный, мы все пойдем. First we have to become pure devotees, then you can say, represent the Lord properly. Для начала мы должны стать чистым преданным, и после этого должным образом представлять Господа. But even when not pure devotees, still we can, you can direct people to the pure devotee, or we can direct people to the instructions of the Lord. Но даже если мы на данный момент не являемся чистым преданным, можем перенаправлять людей к чистым преданным, к наставлениям, которые исходят от самого Господа. Just like I don't claim to be a pure devotee. Так же, как я, например, не считаю себя чистым преданным. Still, I can help people because I have full faith that Bhagavad Gita is authorized word of God. Но в то же время я могу помочь людям, потому что я понимаю, что Бхагавад-гита — это авторизованное знание о Господе. That Srila Prabhupada is the pure representative of God. И Шрила Прабхупада — это чистый представитель Господа. So take my instruction and you'll benefit. И примите мои наставления, и вы получите благо. Anyone else? No one? No one has? Никто не хочет. Very good. Everybody agrees. One question. Oh. I have one question. In this verse, it was mentioned that we should preach to innocents and avoid atheists. It was mentioned. So I mentioned, yeah. yes, you mentioned this during the. Yeah. Go ahead. That's true. So when it comes to, let's say, book distribution or this or preaching opportunity, Yeah. if we let's say somehow realize that person is atheist, if we approach Okay. Well, avoid them. that's let him translate. Гуру, мы хорошо упомянули, что нужно избегать атеистов и проповедовать невинным. Если как-то так или иначе на проповеди нам встречаются атеисты, то есть зависимые люди, как нам действовать? Yeah, we should avoid them. Мы должны избегать их. If we see they're against God, then we just go to the next person, maybe innocent. Если мы видим, что они настроены резко против Господа, мы должны избегать их и подойти к другому человеку. But sometimes in the assembly we may meet some people who are atheists, or they may challenge us. И иногда на каком-то собрании мы можем встретить атеистов, завистливых людей, которые могут вступить с нами в Then спор. we should learn how to defeat them. И тогда мы должны научиться, как побеждать их в споре. So that knowledge is given in Bhagavad Gita. И это знание дано нам в Бхагавад-гите. It's like common sense. И это здравый смысл. They say there's no God, but then how is things arranged systematically? Они, если говорят, что, например, нету Господа, тогда мы спрашиваем, так почему тогда все так работает Just like систематично? now, we know the season's changing. It's going to get colder and colder. Например, сезоны меняются, сейчас будет холоднее становиться. Or is that, they say just by chance. И они говорят, это всего лишь какой-то шанс.
какие-то случайности. So we can defeat them. And then if they want to hear, Мы можем победить их, если они хотят but if they're слышать. just going to argue, what's the use of wasting the time? Но если они хотят просто спорить и не хотят слышать, тогда в чем смысл? Even in assembly, sometimes Prabhupada stopped and said, "No, I don't want it because this person was challenging Prabhupada." И даже иногда на публичных программах Прабхупада он останавливал лекцию и говорил: я больше не хочу спорить, он не хочет слышать. He wouldn't continue discussing. Он не хотел продолжать этот He спор. just raised his voice. Он просто повышал голос. So otherwise, if you start entertaining them, then they just pollute everything. Если мы будем идти на поводу их споров, они просто загрязняют всю атмосферу. In other words, we can speak with anybody according to logic and reason, but if they just become emotional, they hate God, then what's the use of wasting our time with them? И с другой стороны, мы можем использовать нашу логику и здравый смысл, что когда мы разговариваем с другими людьми, но когда они не хотят слушать и просто начинают спорить, не особо смысла нету. So Malati has a question. У Малати есть вопрос? Как отличить свое притворное служение духовному учителю от своего искреннего служения духовному учителю Кришны? When I serve spiritual master Krishna Prabhupada, how to understand, am I sincere or not? No, it's not a technique. Это не техника. You be sincere by being sincere. Вы искренне, будучи искренними, то есть, Okay, если вы искренне, то вы we'll искренне. stop here. Остановимся здесь. Bhagavad Gita ki. Джай.